Привет, вы на канале Яхта на колесах, и сегодня у нас обзор классного семейного прицепа премиального класса Adora 613 PK. Модельный ряд 2021 года, поэтому есть ряд обновлений именно из этой линейки. Прицепное устройство Alco, как и вся рама Alco. Первое обновление — это, например, вот эти ручки, точно такие же, как мы встречаем на Матриксе. Очень удобно открыть, закрыть одной рукой. Не вот те, которые защелкиваются, а маленькая кнопочка посередине. Переднее багажное отделение. Здесь у нас ставятся два газовых баллона и есть небольшая кассета для серой воды. И также здесь у нас хранится запасное колесо. По левому борту дверка, это багажное отделение уже, которое находится внутри, под основной кроватью. Посмотрим изнутри. Двигаемся дальше. Заливная горловина для чистой воды. Бак у нас здесь на 50 литров. Ну, достаточно стандартно для прицепов. Далее у нас еще одно багажное отделение. Тоже, кстати, интересная ручка, можно открыть одной рукой. И это такое узкое окошко, но оно сквозное. То есть можно положить сюда какие-то лыжи, сноуборды, и это все под задней кроватью. Конечно же, здесь у нас тепло, поскольку это находится внутри самого жилого пространства. И обновленный дизайн задней части прицепа, это тоже линейка 2021 года, вот это обновление. Очень похоже на то, что мы увидели у Матрикса, тоже вот эти узкие линии, современные, чем-то напоминающие Porsche Panamera, и какой-то такой вот тренд. Наверху, кстати, хочу обратить ваше внимание на вот это панорамное угловое окно, опять же, увидим это изнутри. И еще, иногда в комментариях пишут о том, что «а почему у вас желтые номера, у вас они что, не растаможены?» Нет, это просто транзиты, это славянские транзитные номера. Все нормально, прицеп поставится на учет в России, он растаможен. Длина прицепа 8 метров, ширина 2,30, вес 2 тонны, то есть категория нужна будет Е в любом случае, БЕ. Двигаемся внутрь, дверь у нас классная, такая монументальная, вверх заперли, вниз открыли, и на двери есть мусорное ведро, тоже обновленное, 21 год. Спальных мест в прицепе аж целых 7. В задней части у нас вот такая двухъярусная кровать, и есть даже свой столик, и кроме столика у нас здесь есть вот такая штора, которая создает очень уютное пространство. По сути, это отдельная комната и может быть отдельной детской. Но давайте поэтапно считать места. Раз, два. Если убрать этот столик, вынимаем его, убираем, то здесь можно раздвинуть и сделать еще одно спальное место. Таким образом, получается здесь как бы +1. Если дети, то это спокойно 3 спальных места. В этом же пространстве есть первое крепление под телевизор, розетка 220 вольт и антенна. Ну и дальше у нас вот мы видим такой небольшой столик, можно использовать, опять же, если детская, достаточно многозадачно. А ниже шкаф. Открываем, а он, кажется, занят. Он занят печкой Альде. То есть здесь у нас жидкостное отопление, радиаторы, не сушит воздух, ну и вообще, в принципе, более высокий класс. Но, тем не менее, дверка есть, потому что осталось немного места сверху и немного места снизу, которое все равно можно использовать. Также у нас при входе есть небольшой гардероб. Все еще для этого пространства. У нас прямо реально здесь по-настоящему комнаты. Полочки внизу, наверху есть палочки, чтобы повесить что-то на плечики. И еще вот такая интересная ниша, которая закрывается вот такой гофрированной дверкой. Здесь тоже какие-то небольшие полочки. Также обращаю внимание, трековые светильники. Туда же можно поставить USB, которые у нас сейчас появились везде, во всех линейках, в Sunliving, в Матриксе, ну и вот здесь тоже. При входе у нас выключатели. Можем включить, выключить подсветку, ну или же нажать и подержать кнопку и отрегулировать яркость освещения, потому что у нас есть вот такой своеобразный диммер. Кухня. Весьма большая рабочая зона, плита 3 огня, электроподжиг, конечно же, присутствует. Наверху 2 шкафчика, и в шкафчике мы видим микроволновку горения, которая уже здесь предустановлена, прочно зафиксирована, никуда не шатается и в дороге не улетит. Многие часто пишут, где микроволновка. Микроволновка — это очень важно. Она здесь есть. И вытяжка, кстати говоря, тоже. Ниже моя любимая выдвижная система хранения и, конечно же, ящики. Но с ящиками все по классике, а в этом вот ящике мы найдем вот такие элементы. Они ставятся на вот эти рейлинги, и эти рейлинги есть как на кухне, так и в основной столовой. Кстати говоря, столовая. Очень большой просторный диван. Здесь может сесть, реально, мне кажется, все эти 7 человек, которые заявлены. И стол, кстати, еще интересная система фиксации. Смотрите, здесь есть вот такие вот пупырышки. Эти пупырышки, когда мы опускаем стол, фиксируются такими зажимами, и у нас стол никуда не шатается. Очень удобно. В 3 точках мы можем зафиксировать стол, и он никуда в дороге не улетит. Это далеко не всегда встречается.
И я сказал, что есть первое крепление для телевизора, потому что здесь у нас есть в столовой второе крепление для телевизора, которое разворачивается, и мы можем его повернуть как сюда, так и в сторону спальни. Холодильник, забыл вам про него сказать, 140 литров, огромный большой холодильник, универсальный, работает от газа, электричества 12-220 вольт. В основной спальне при входе в душ и туалет у нас есть еще вот такие полочки, шкафчики, открытые и закрытые, абсолютно в разном формате, с очень приятной подсветкой. И основная спальня у нас также перекрывается мягкой шторой. В самой же спальне мы обнаружим угловую кровать с очень удобным подъемным механизмом в багажное отделение. Также есть треки, USB-розетки и розетка 220 вольт. И еще 2 ящика для хранения вещей. Туалет с душем объединены в одно пространство, что на самом деле обычно в таком премиальном классе уже не часто, должно быть вроде как разделено, например, как в Матриксе. Но здесь, благодаря этому, у нас много простора и много места в жилом пространстве, и сам душ достаточно просторный, и не вижу в этом ничего страшного, что они объединены. Кстати, очень стильное решение с зеркалами. У нас есть вот такая подъемная полочка, которая, когда мы закрываем, тоже зеркало. Ну и это, конечно, у нас раковина, которая вот так вот с микролифтом опускается плавно, то есть она не стучит, там есть такой ограничитель. Это раковина. Ну и душ у нас отдельный. Это не кран из раковины, потому что все-таки это более высокий класс. Ну и, конечно же, здесь тоже есть радиатор Альде отопления. Мы посмотрели с вами прицеп Adriadoro 613 PK. Семейный большой прицеп, 7 спальных мест. По сути, 3 отдельных комнаты благодаря шторам мы можем здесь получить. И, кстати, забыл сказать важную деталь. Здесь теплые полы, то есть пол будет подогреваться, что немаловажно для путешественников с семьей. 4 миллиона 310 тысяч рублей цена вот сейчас, летом 2021 года. Много это или мало? Судить вам, давайте обсуждать в комментариях. Но я бы сравнил этот прицеп с Матриксом в мире автодомов. То есть, если вы выбираете прицепы, на мой взгляд, это идеальный аналог. Не согласны со мной? Пишите в комментариях, обсудим. Предлагайте свои варианты к такому сравнению. Что бы вы сравнили с Матриксом? Ну и, конечно, пишите, понравилась ли вам эта модель. И не забывайте, что вы можете сейчас приехать на проспект Мира 150, посмотреть его здесь, потрогать своими руками и, возможно, отправиться в свое первое путешествие на даче на колесах или яхте на колесах, как мы привыкли их называть. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.